Добрий вечір. Сьогодні у нас в гостях дослідниця зі Сполучених Штатів Christiana Bonin. Вона закінчує PhD в Масачусетському технологічному інституті. Вона вивчає взаємодію. Основна тема її досліджень – це взаємодія між культурою, економікою та технологіями. Вона також досліджувала за стипендією Фулбрайта цю тему в Петербурзі. І сьогодні говоритиме про це в контексті однієї з найвпливовіших організацій в історії архітектури – Конгресу CIAM. Хорошо. Прежде чем начать, позвольте мне сказать огромное спасибо за приглашение выступить с моим докладом. Это честь представить вам мое исследование. И теперь, к сожалению, я перехожу на английский. Так. All right. Undergirding my presentation today is the relationship between architecture and ideology. Как уже было сказано, сегодня темой моего доклада является взаимосвязь между архитектурой и идеологией. This is an endlessly debated topic, especially in relation to the 1920s, a period when no good modernist could leave home without a manifesto. И эта тема активно развивалась во все времена, особенно в 1920-х годах, когда ни один архитектор-модернист не мог уйти со сцены без провозглашения своего манифеста. I approach the topic via a question that I believe poses itself in this context. How does architecture engage the political? И в данном контексте я к этой теме приступила, задав себе вопрос, каким образом архитектура включает в себя политическую составляющую. And by political, I mean in general the multiplicity of antagonisms that constitute societies. И под политической составляющей я имею в виду все те противоречия, которые и составляют общество. I'll offer two different answers, which will then direct my comments and perhaps also our discussion afterwards. И хочу на этот вопрос предложить два возможных ответа, которые и станут той рамкой, той структурой, в которой мы будем проводить дальнейшую дискуссию и лекцию. First, as theorists Chantal Mouffe and Pier Vittorio Aureli helped me to address, architecture tends towards the non-political. Первый ответ, который мне хотелось предложить, это то, что архитектура стремится избежать политики. And here I think of architecture as not an object in space, but as a profession. И в данном случае я говорю об архитектуре не как о пространственном объекте, а как о профессии. Historically, the labor of producing architecture has fragmented across various stakeholders, forums, and competitions, such that it requires negotiating different, often opposed interests to reach consensus around a built form or city plan. Потому что архитектура с исторической точки зрения всегда развивалась как поле, разделенное между различными заинтересованными лицами, включая тех, у кого есть финансы, тех, кто занимается профессией, и всех других заинтересованных лиц. On the other hand, architecture is inherently political, С другой точки зрения, архитектура, безусловно, политизирована. Finding clients and promoting one's creative vision often requires an architect to take a position, to have a politics. Потому что поиск клиента и представление своих собственных творческих взглядов зачастую требует от архитектора, чтобы тот занял определенную позицию, то есть проявить политическую точку зрения. Architecture also organizes space at multiple scales, from the city to the doorknob. Архитектура организует пространство в различных масштабах, начиная от пространства города и до дверной ручки. In turn, it implicates a subject. It wraps you up in an ideology, a way of life, and of being in space. И в свою очередь она подразумевает идеологию, поскольку она
вводит вас в контекст идеологии, способа существования и вводит вас в определенное пространство. Hence, if architecture as a profession tends to depoliticize by seeking consensus, as a space-making process, it is inherently political. Таким образом, если архитектура в качестве профессии, как профессия, стремится деполитизироваться и найти консенсус в качестве занятия, которое занимается организацией пространства, политика является ее неотъемлемой частью. And as an example of this tension between consensus seeking and the political aspect of producing space, I bring in an example that caused a good deal of debate among architectural professionals in the United States about a year ago. И чтобы проиллюстрировать вот эту напряженность, которая существует между архитектурой в поиске консенсуса и архитектурой как политизированным занятием, целью которого является производство определенного пространства, я хочу привести вам пример, который вызвал достаточно бурную дискуссию среди архитекторов в Америке. And this is the post-Trump election memo released by the American Institute of Architects, which contained conciliatory language for the Trump administration's infrastructure building initiative. И это такой меморандум определенный, который был опубликован Американским институтом архитекторов уже после проведения выборной кампании Трампа. И в этом меморандуме мы обнаруживаем определенные выражения, которые призывают архитекторов сотрудничать с администрацией президента Трампа. And the original memo stated, AIA and its 89,000 members are committed to working with the president. It is now time for all of us to work together to advance policies that help our country move forward. И цитирую, оригинал звучал так. Американский институт архитекторов и его 89 тысяч членов готовы сотрудничать с президентом, и сейчас время нам всем объединить усилия и в целях достижения поставленных целей, политических целей, для того, чтобы помочь нашей стране прогрессировать. So there's the professional consensus. Таким образом, вот вам и профессиональный консенсус. However, that tendency received immediate backlash from AIA's individual members over their organization's ignorance of the divisive politics behind that push for infrastructure. Тем не менее, такая формулировка вызвала немедленную критику со стороны отдельных членов данной организации, которые говорили о том, что отнюдь данная организация не является единой во мнении в данной области, в частности, построения инфраструктуры. And architectural historian Peggy Deemer cut to the chase by criticizing the organization's lack of principles of an ethical standard. She wrote, "We might as well just have said, go where the power is. We have no objection to the malignant nature of work, society, or economic equations that it brings." Таким образом, историк архитектуры Пегги Демер примерно так сформулировала позицию таких отдельных членов, говоря о беспринципности и отсутствии этических стандартов. Она написала, можно было сказать прямо, делайте так, как говорит вам власть, и что у нас нет никаких возражений относительно того, какого сорта работу общество и экономическую организацию принесет новая власть. The AIA subsequently apologized by clarifying its commitment to diversity. Впоследствии Американский институт архитекторов принес свои извинения и объяснил свою позицию в плане сохранения разнообразия мнений, плюрализма мнений. But that response has not resolved how the organization and its members will engage the politics of the new administration in reality, in practice. Но на самом деле этот ответ не сказал ничего о том, как данная организация и ее отдельные члены будут взаимодействовать с новой администрацией. And this is just one contemporary episode in the field's much deeper history of attempts to solve architecture's paradoxical, non-political and political characteristics. И это только один из примеров из недавней истории того, как архитектура стремится разрешить этот парадокс
между своей политической позицией и неполитической позицией. To what ends do architects and their commentators reveal their politics at a particular moment only to neutralize that position at other times? Каким образом и до какой степени архитекторы обнародуют свою политическую позицию в данный конкретный момент, и когда они становятся готовы отказаться от своих слов и соблюдать нейтралитет? Today, I pursue this question during the late 1920s and early 30s, a kind of golden age of architects' involvement in envisioning city plans across Europe and the Soviet Union. Сегодня я эту тему хотела бы разработать, отвечая на вопрос относительно архитектуры конца 20-х, начала 30-х годов, такого золотого века, взаимодействия архитектуры в визионерской работе над планами городов по всей Европе и Советском Союзе. And their involvement was in part an effort to address increasing urbanization and the difficult position of the lower classes at that time. Взаимодействие, вовлеченность архитекторов в данный процесс стало результатом их заинтересованности и осознания ими возрастающей урбанизации и трудного положения рабочего класса. And that involvement was not new. In Europe, it had been ongoing since, one might argue, the 1840s, when Friedrich Engels exposed the misery of the working class in districts in Manchester, England. And that... Oh, go ahead. Такое вовлечение в политику абсолютно не ново, потому что можно проследить его и к началу 1840-х годов, когда Фридрих Энгельс показал бедственное положение рабочего класса в районах Манчестера и предпринял ряд шагов для того, чтобы облегчить их положение. And that spawned a number of changes to alleviate the situation: urban parks, systems of water supply, public hygiene, as well as the identification of the urban poor and their segmenting away. Таким образом, он предлагал организацию городских парков, систем водоснабжения, систем обеспечения публичной гигиены, определение тех, кого можно назвать городской беднотой, и каким образом можно облегчить положение этого класса и отделить его от прочих жителей города. In the 1920s, the situation had changed somewhat because labor unions had forced to help emancipate workers, and new forms of financial capital and commercial mass marketing were also increasing the standard of living for the urban middle class. В 1920-х годах ситуация несколько изменилась к лучшему, потому что профсоюзы заставили ответственные лица обеспечить освобождение рабочих, улучшить их положение, а новые формы финансового капитала и коммерческой деятельности на мировом рынке все больше способствовали повышению стандарта жизни. Nonetheless, architects and political officials became increasingly involved in modern urban planning. That is, not only facing the historical challenge of imposing order on the city through a plan, but also negotiating amenities for the urban masses, accounting for the potential political benefits of urban elites, and expressing cultural ideals in pluralistic societies. Тем не менее, архитекторы и политические фигуры все больше были вовлечены в то, что мы называем современным градостроительством, то есть не только историческими изменениями города для того, чтобы обеспечить порядок, налагая на город определенный план, но также и договариваясь о том, что в этом плане должны быть предусмотрены определенные удобства для городских масс. Этот план должен предусматривать потенциально политические преимущества для жителей города и городской элиты. И такой план должен также выражать культурные идеалы плюралистического общества. I offer these images to represent the two major positions on the relationship between architecture, urban planning, and politics that existed among the architects who motivate my lecture today. И я хочу предложить вам вот эти несколько изображений для того, чтобы представить две большие проблемы взаимоотношений между архитектурой, градостроительством и политикой, которые существовали среди архитекторов
которые стали предметом моей сегодняшней лекции. On the left, text by Le Corbusier in the influential journal Plans, which devoted the February 1931 issue to war. С одной стороны, слева вы видите текст, составленный Корбюзье в очень влиятельном журнале, который называется «Планы». И он был посвящен вопросу войны. Этот номер вышел, как вы видите, в феврале 1931 года. And Corbusier entitled his piece, War is Possible, Better to Build, arguing that conflict could be avoided by building a cohesive urban plan. Корбюзье озаглавил свою работу «Война возможна, лучше строить», говоря, что конфликта можно было бы избежать, если бы был предложен достойный план города. And that position remained a basic theme of Corbusier's urbanistic philosophy. И такая позиция оставалась ядром урбанистической философии Корбюзье. Recall in 1922 he asked architecture or revolution, revolution can be avoided, meaning that he believed architecture could be a way to avoid unrest. Вспомните, что в 1922 году он говорил, архитектура или революция, революцию можно избежать, имея в виду, что архитектура могла бы стать способом избежать волнений. Corbusier himself was a type of political chameleon that I mentioned at the beginning of my presentation, often following power and capital to implement his vision. He's well known for that. Корбюзье был таким политическим хамелеоном, который был готов последовать за властью и за финансами для того, чтобы воплотить свои визионерские идеи. Throughout the 1920s, 30s, and 40s, he sought potential patrons for his contemporary city wherever he could find them. The industrial capitalists of the Voisin Automobile Company, the Soviet Communist Party, or the fascist Vichy government of occupied France. Например, на протяжении 20-х, 30-х и 40-х годов он искал потенциальных меценатов для своего современного города, там, где он только мог их найти. Это были и промышленники автомобильной компании «Вуазан», и Советская коммунистическая партия, или же фашистский режим Виши. And here I'm showing his contemporary city with its rigid rows of towers. И здесь вот вы видите этот современный город с его очень жесткой структурой башен. Although those pursuits went without thorough success, of course, Corbusier's effectiveness and his fame came from how he marketed his ideas and the ways in which elements of his planning philosophy were taken up in other cities. Однако эти попытки также были достаточно безуспешны, но тем не менее Корбюзье достаточно эффективно использовал свою славу для того, чтобы пропагандировать свои идеи и свои элементы и философию. So on the right, I was showing the cover of Современная архитектура, a leading Soviet architectural journal from 1930 that illustrated the pursuit of architecture and planning precisely as a political revolution, political project. А вот справа вы видите обложку очень влиятельного журнала «Современная архитектура», организованного в 30-е годы, который иллюстрирует то, как архитектура может планироваться именно как и видится именно как политическая революция. And its cover image asks, you can all read it, architects, are you ready for the industrial plan? The plan here, of course, referring to the first 5-year plan and its massive industrialization push. И вы видите прямо на обложке у нас лозунг «Архитектор, готов ли ты встретить к встречному промфинплану?» И под промфинпланом здесь, естественно, имеется в виду тот самый первый 5-летний план. After the Bolshevik government nationalized all land around 1917, architects in the Soviet Union, as well as leftist European architects, had been working to envision what a distinctly socialist city might be. Со времени национализации земли в 1917 году большевиками архитекторы Советского Союза, а также и архитекторы левого толка Европы работали над тем, как представить, как создать концепцию исключительно социалистического города.
And although I don't have time to address each of the multifaceted proposals that existed at that time, undergirding them was a general understanding that the way in which architects deployed materials in the environment would transform their society's structure. И хотя у меня сейчас нет времени на том, чтобы останавливаться на каждом из этих проектов отдельно, их всех объединяло одно, то, что архитекторы понимали, что за их архитектурой будет лежать трансформация социальной структуры. Architecture produced subjects, and until Soviet society could give form to a distinctly socialist architecture in city, it would just be like camping out in someone else's architecture, so hanging out in a capitalist, city or a bourgeois city. Таким образом, архитектура производит субъектов, и до той поры, пока архитектура, советское общество не обретет форму в истинно советской архитектуре, это все равно, что такой пикник в буржуазной среде. These two positions, so architecture as depoliticizing versus architecture as expressly political, would take shape and confront one another in 1931 in a revealing way that also had great implications for architectural history's subsequent understanding of the modernist architectural movement. И эти две позиции, архитектура как аполитичное занятие и архитектура как занятие, безусловно, политизированное, оформятся и войдут в конфронтацию в 1931 году очень явно, и это будет иметь последствия для всей последующей истории архитектуры и понимания модернистской архитектуры. And that was when the group CIAM and the International Congress of Modern Architecture planned its fourth Congress on the Functional City together with the Soviet Central Council for the Communal Economy for presentation in Moscow. И это случилось, когда очень известная группа, Международный конгресс архитектуры модернизма, планировал Международный конгресс современной архитектуры, 4-й конгресс, совместно с Советским Центральным комитетом Коммунистической партии, и конгресс этот был посвящен функциональному городу. Презентация планировалась в Москве. Historians like Eric Mumford have made us familiar with CIAM's Fourth Functional City Congress as a nautical journey from Marseille to Athens and back aboard the ship Patrie II in 1933. Историки, такие как, например, Эрик Мамфорд, познакомили нас с тем, как планировался и проводился 4-й конгресс, посвященный функциональному городу. Это было морское путешествие из Марселя в Афины, которое прошло на борту Патриса II в 1933 году. And at that point, the nearly 100 Congress members, primarily European and American, armed themselves with case study maps of cities from their respective home countries and developed the functional city as a comparative approach to city planning. На борту этого судна примерно 100 участников Конгресса, архитекторов, в основном европейцы и американцы, использовали свои планы своих городов для того, чтобы выработать единый принцип функционального города и подход к разработке такого функционального города и градостроительству в целом. Because the functional city concept privileged statistics over historical and cultural specificity as its method, CIAM argued that their approach could be applied worldwide, the hubris of this idea. Поскольку основным подходом, методом данного конгресса был статистический метод, контекст практически не учитывался, члены данного конгресса, участники говорили, что их метод может быть применен по всему миру, и вот вы представьте, насколько высокомерными они были тогда. Indeed, a generation of post-World War II commentators has since discredited this modernist technocratic vision of architecture and planning as products of autonomous design thinking. С тех пор многие поколения послевоенных комментаторов и критиков отозвались чрезвычайно негативно о данном модернистском, технократическом видении архитектуры и градостроительства как продуктов автономного
проектного мышления. But recently, scholars at the ETH in Zurich and the New Institute in Rotterdam have reanalyzed the Congress materials, and it's become clear that we've overlooked several nuances. One being, I emphasize that the functional city was first an approach that CIAM planned for presentation in Moscow, a project that required the group to engage socialist political thought and its implications on urban form. Однако с той поры ученые, исследователи двух институтов, в частности Федерального института технологий в Цюрихе и Нового института Роттердама, заново проанализировали материалы Конгресса, и стало очевидно, что мы не увидели нескольких очень важных вещей. Во-первых, и я хочу подчеркнуть это, функциональный город готовился как подход к презентации, которую участники данного конгресса планировали представить в Москве. И это был проект, который требовал от группы опираться на социалистическое мышление и передавать его в виде градостроительной формы. So the Patrie 2 trip was actually a last-minute choice, as political tensions and bureaucratic failures caused the Congress to be postponed several times and canceled in 1933. Поэтому их путешествие на борту Патриса II на самом деле было решением, принятым в последнюю минуту, из-за того, что политическая напряженность и бюрократические проволочки привели к тому, что Конгресс был несколько раз отложен и в конце концов отменен в 1933 году. Today, I explore how CIAM engaged approaches to city planning in Soviet Russia through a little-known group of architects called the Collective for Socialist Architecture. Сегодня я занимаюсь тем, как Конгресс архитектуры модернизма подходил к планированию в Советской России, изучая работы малоизвестной группы архитекторов, которую можно перевести на русский как коллектив социалистической архитектуры. Put simply, before CIAM members presented themselves as modernist architect-technicians who operated outside of politics, CIAM was almost socialist. И если попросту сказать, участники данного конгресса, функционального города, до того, как они представили себя некими архитекторами, исключительными технарями, они на самом деле, можно сказать, были фактически социалистами и ни в коей мере не были отделены от политики. Many of you, I venture, are familiar with CIAM. The name refers to both the organization and the series of congresses. Я думаю, многие из вас слышали об этой организации и одновременно о ряде конгрессов, которые она провела. Это Международный конгресс архитектуры модернизма. It was a major force in creating, within Western architectural history, a unified sense of the 20th century modern movement. Потому что это была основная сила, которая удалось создать в рамках западного архитектурного сообщества, некое единое понимание того, что есть в 20-е годы движение модернизма. Allow me, however, to provide some historical context on the organization and the functional city concept, because CIAM had in fact many different, often conflicting members and projects through its almost 30-year existence. Тем не менее, позвольте мне все-таки остановиться и сказать несколько слов относительно и самой организации, и ее участников, потому что на протяжении 30 лет достаточно бурной истории у этой организации были члены, между которыми возникали противоречия и проекты, которые нельзя назвать едиными. So what was CIAM? Founded in Switzerland in 1928 by Corbusier and the architectural historian Siegfried Gideon, with some funding from Karl Moser, a Swiss architect, and Hélène de Mandreau, who was a French-Swiss noblewoman, CIAM was an elite organization of 28 European architects. Итак, что же такое Международный конгресс архитектуры модернизма? Начало эта организация берет в 1928 году. Основателями были Корбюзье и Зигфрид Гидиен. Материальное обеспечение им обеспечили Карл Мозер, швейцарский аристократ, и Элен де Мандро, французская
дама франко-швейцарского происхождения. И с тех пор эта организация была элитарной. Она объединяла 28 европейских архитекторов, которые оставили свой след вот в истории модернизма XX века. And that elite organization made its first salient mark by proposing actually mass housing initiatives in Europe. And here I'm showing an issue from the Neue Frankfurt, which was CIAM participated in theorizing and imagining what mass housing could be. И что же сделала эта элитарная организация? Она оставила свой первый значительный след в истории архитектуры, когда занялась массовым жильем в Европе. И вот вы видите на слайде, я показываю вам участников этого конгресса. When CIAM disbanded in 1959, after those ideas had transplanted to Britain and the US, a new generation of architects called Team 10 formed out of CIAM. Когда Международный конгресс архитектуры и модернизма прекратил свое существование в 1959 году, их идеи подхватили в Британии и в США, и образовались новые группы, в частности, Team 10, команда 10. And Team 10, on a very general level, you can say they rejected universalist modernist planning principles and advocated for solutions that attended more to local, regional context. И можно очень, если обобщить, сказать, что Team 10, эта команда, отказалась от универсализма, универсальности модернистского планирования, и она стояла за региональные течения и тенденции. But to return to CIAM's initial program, CIAM was foremost an organization intended to create and promote an avant-garde. Но если мы вернемся к изначальной программе организации Международный конгресс архитектуры и модернизма, необходимо заметить, что ее основной задачей была пропаганда авангарда. And it was grounded in Corbusier's approach to architecture and urbanism. И основывалась эта идея на подходе Корбюзье к архитектуре и к градостроительству. Nonetheless, the group collated several diverse strands of called anti-traditionalist tendencies that existed in Europe in the 1920s. Вместе с тем, данная группа объединила в своих рядах достаточно разные течения антитрадиционалистов, которые в то время существовали в Европе в 20-е годы. And by negotiating with architectural presses, museums, and building industries, the members became successful because they strategically self-advertised. And here I'm showing a few of their letters that went to Bauwelt and Architecture d'aujourd'hui, very famous publications. When you look at their archives, you see that they were constantly involved in promoting their ideas. И что же делали участники данной организации? Они очень эффективно использовали архитектурную прессу, контакты с музеями, они использовали девелоперов, можно сказать, для того, чтобы пропагандировать свои собственные идеи. И здесь я показываю вам на слайде несколько очень влиятельных публикаций, которые способствовали пропаганде идей членов данной группы. Membership ebbed and flowed. Over the years, the group included practitioners with an array of formal aesthetic and political positions who have since received varying degrees of scholarly attention. So Siegfried Gideon, Walter Gropius, Richard Neutra, Sert, Ernst May, to Cornelius van Eesteren, Sigmund Circus, and Alison Peter Smithson. В рядах данной группы было много членов, которые приходили и уходили, и на протяжении многих лет данная группа включала в себя практиков архитектуры самых разных взглядов, формально-эстетических, политических позиций, которые потом приобрели различную степень известности. Наиболее известными среди них были Зигфрид Гидеон, Вальтер Гропиус, Ричард Нойтра, Хосе Луис Серт, Эрнст Мей, Корнелиус ван Эстерен и так далее, Алиса и Петер Смитсон. CIAM also categorized its members as representative country groups. Кроме того, Международный конгресс архитектуры и модернизма разделял своих участников по так называемым географическим областям, по странам.
So this meant that the international organization was nonetheless pulled between different national interests. And that desire to be international would become more of a problem when they tried to expand their project into Soviet Russia and realize the Fourth Congress. That would be sort of a new border of their internationalism to confront. И на протяжении своей истории, как вы видите, Конгресс достаточно, несмотря на то, что он заявлял о своем международном статусе, разрывался между различными странами, и проблемой это стало тогда, когда был организован как раз 4-й Конгресс, и данная организация попыталась поработать с Советской Россией. As a whole, however, CIAM produced its own force field. It became a center of gravity for the myth of a unified modern movement. Но в целом можно сказать, что Конгресс архитектуры модернизма был центром гравитации для мифа о том, что возможно существование единого движения модернизма в архитектуре. CIAM's earliest congresses in La Sraz, Switzerland in 1928, Frankfurt in 1929, and Brussels in 1930 focused on housing, in addition to identifying and bringing into being more equitable urban patterns. Первые конгрессы, проведенные в Ла-Сераз в Швейцарии в 1928 году, в Франкфурте в 1929 и в Брюсселе в 1930, внимание свое фокусировали на проблемах жилья. И кроме того, они пытались выделить и реализовать более функциональные принципы планирования города. It was at this time that the group conceived the functional city's 4 categories of analysis: dwelling, work, transportation, and recreation. И именно в это время данная группа выработала 4 основных категории анализа функционального города, а именно жилье, работа, транспорт и отдых. Over several months, CIAM participants used these categories and other standardized presentation requirements to document urban conditions in some 30 world cities. And here I'm showing these standards charts that were sent to each country work group, and these were sort of visual representation standards that they should use in their mapping. И на этом слайде вы видите те материалы, которые были разосланы во все страны, участники которых принимали участие в Конгрессе, для того, чтобы провести анализ по данным 4 категориям. И на протяжении нескольких месяцев участники Конгресса использовали данные категории для того, чтобы задокументировать городские условия примерно в 30 городах мира. The members intended these standards to provide an initial basis for discussion and comparative analysis. The conclusions were then to be discussed in Moscow and actually thought to guide the design of new industrial cities in the Soviet Union. So this was like their language, their common language. Участники Конгресса намеревались использовать данные стандарты для того, чтобы найти общий язык для обсуждения тех проблем, которые затем они намеревались обсудить в Москве и которые затем должны были послужить принципами проектирования новых промышленных городов в Советском Союзе. In reality, however, it was only after several subsequent meetings that a synthesis, formulating specific measures or deducing a specific urban model, was sought. На деле, однако, только после нескольких встреч был выработан синтез и сформулированы конкретные меры и конкретные модели, градостроительные модели. And those results were eventually published as the 1943 CIAM Athens Charter, which generally came to stand for the promises and even more for the failures of modern urban planning. Результаты данной дискуссии в конце концов были опубликованы в виде Афинской хартии, которую используют для того, чтобы, с одной стороны, оправдать, но гораздо чаще обвинить модернистские принципы градостроительства. With this history in mind, let's turn to June 1931 in Berlin. Помня о истории конгрессов, давайте обратим свое внимание на Берлин, июнь 1931 года. CIAM has convened an extraordinary session to prepare for the Moscow Congress.
and to debut their preliminary work on the functional city at the official state German building exhibition, curated primarily by CIAM leader Mies van der Rohe at the massive Kaiserdamm Trade Fair Hall. Remember, they were really good advertisers, so they needed to be there. Итак, в июне 1931 года в Берлине Конгресс собрал чрезвычайное заседание для того, чтобы подготовиться к презентации своих результатов своей работы в Москве и для того, чтобы впервые представить свою предварительную работу относительно функционального города на немецкой строительной выставке, куратором которой являлся член Конгресса Мис ван дер Роhe, и проходила эта выставка в Кайзердам, в зале промышленной ярмарки Кайзердам. However, major German architectural presses and transcripts of the CIAM session that month reveal that another exhibition also garnered much attention, and that was the Proletarian Building Exhibition. И надо напомнить вам, что участники Конгресса были замечательными техниками в области рекламы. И рекламные материалы того времени показывают также, что параллельно с данными презентациями и выставками проходила еще одна выставка, которая называлась «Выставка пролетарского строительства». Staged across town among the rafters of a leather goods complex, this exhibition was the inaugural public event of the Collective for Socialist Building. Эта выставка проходила на другом конце города и в достаточно скромном помещении. И эта выставка была открытием, первым мероприятием, проведенным коллективом социалистического строительства. And the group consisted of architects, craftsmen, and students, and it had grown from 30 to 100 members in just 3 months. Данная группа состояла из архитекторов, ремесленников и студентов, и всего за 3 месяца она выросла в своем составе с 30 до 100 членов. The few surviving documents from the event, which I'm showing here, reveal that although the exhibit's display was simple, so poster board, photographs, hand-painted text, its objectives were rather remarkable. И я хочу представить вам здесь немногие сохранившиеся документы, которые, несмотря на свой очень простой формат, вы видите, это стенды, фотографии, это текст, написанный от руки. Несмотря на простую форму, данные документы показывают, что содержание этой выставки было удивительным. First, to mount, in the collective's words, a non-bourgeois rejoinder to the Deutsche Bauausstellung and to CIAM, and secondly, to propose an alternative strategy through which Germany could further industrialize. Потому что, с одной стороны, это был такой резкий выпад в сторону, небуржуазный выпад в сторону Конгресса, выставка которого проходила на другом конце города одновременно. И, во-вторых, это была попытка представить альтернативную стратегию, используя которую Германия может заняться дальнейшей индустриализацией. To do so, the collective furnished a brief Marxist world history of architecture as an instrument of power. С этой целью коллектив представил краткую марксистскую всемирную историю архитектуры как инструмент власти. The analyses of urban growth leap from ancient Egypt to New York to the Soviet Union. И анализ был проведен с учетом истории, начиная с истории Древнего Египта, учитывая опыт Нью-Йорка и Советского Союза. It also highlighted the mismanaged housing sector in major cities in Germany, casting doubt on whether a solution to the lack of affordable housing could ever be found within the capitalist system. Кроме того, данная программа, данные материалы анализировали и выявляли, насколько неудачно устроен и управляется строительство жилья в больших городах Германии. И участники данной группы сомневались в том, что решение данной проблемы возможно найти в рамках капиталистической системы. The collective proposed instead Soviet architect Nikolai Milyutin's linear socialist city model, which had been published that year in the Soviet Union, and they then applied it, shown here on the right, schematically to the Berlin region.
Вместо этого коллектив предложил использовать модель советского архитектора Николая Милютина, модель социалистического города, линейного социалистического города, которая была опубликована в том же году в Советском Союзе. И вы видите, попытались ее схематично применить, слева вы видите, в практике немецкого строительства. Strips of functional development should distribute growth across regions and combat the extant model in Berlin of ever-expanding urban agglomeration. Полосы функционального строительства должны расти по всем регионам и должны бороться с существующей моделью в Берлине как городу, который постоянно растет и агломерируется. Siegfried Krakauer praised the exhibition, declaring that, and I quote, "Whoever visits the official exhibition in the west of the city should not miss this one in the east. It sharpens our eyes for certain planning devices and ambitions whose unstoppable expansion can be sensed in the trade fair halls." Зигфрид Краукауэр похвалил данную выставку и заявил, и тут позвольте мне привести цитату, что всем посетившим выставку в западной части города следует посоветовать также посетить выставку в его восточной части, поскольку ее материалы обеспечивают нам более острое понимание, видение определенных методов планирования и амбиций, которые, мне кажется, могут использоваться и в будущем. Why did the collective's humble exhibit attract foremost critics like Krakauer, as well as CIAM leaders like Mies and Cornelius van Eesteren? Почему же материалы этой скромной выставки, которую провел никому на тот момент неизвестный коллектив, привлекли внимание таких влиятельных критиков, как Кракауэр, и привлекли внимание кураторов выставки в западной части города Миса ван дер Рooij и Корнелиуса ван Эстерна? I offer two reasons, and the first relates to the collective's presentation strategy. Я хочу дать два ответа на этот вопрос, две причины. И первая соотносится с презентационной стратегией коллектива. The organizer of the proletarian exhibit and the founder of the collective, Alfred Korn, was himself actually a leftist member of CIAM. Потому что организатор пролетарской выставки и основатель коллектива Альфред Корн сам был левым членом Международного конгресса архитектуры модернизма. In Marxist fashion, Korn criticized CIAM's neglect of historical context in their planning approach, but he did so by using CIAM's visual language of manifestos, work plans, and statistics, and integrated those elements into the collective's presentation and schematic plans. По-марксистски Корн критиковал то, что Международный конгресс не уделяет достаточного внимания историческому контексту в своем планировочном решении и подходе, но в то же самое время для этой критики он использовал презентационный язык Конгресса, а именно манифесты, планы, статистику, и интегрировал этот язык с элементами презентации коллектива и схематическими планами, которые я вам показала. So here I wish to emphasize that Korn's socialist critique of CIAM actually came from a member of CIAM, so from within, yet his group needed the physical spatial separation of the exhibition to articulate the collective's difference and to really present themselves as an alternative. И я хочу подчеркнуть, что в данном случае Корн проводил свою социальную критику Конгресса, используя язык Конгресса и будучи членом Конгресса, то есть критика шла изнутри, и в то же время его группа заявила о своей необходимости физического пространственного отделения выставки от выставки Конгресса и стремилась подчеркнуть свое отличие и свою альтернативность. We might discuss this point today. How do alternative architectures gain recognition and ideological traction? Мы можем обсудить эту тему сегодня. Каким образом альтернативная архитектура
получает признание и обеспечивает себе должную идеологию. Might it be by strategically relating to the target of their critique rather than solely opposing it? Может быть, достичь этого возможно, если позиционировать себя по отношению к объекту своей критики, а не путем его отрицания. By importing a model of socialist city planning from Soviet Russia, the proletarian exhibition was also responding to changes in government housing policy in Weimar Germany. Импортируя модель социалистического планирования города из Советской России, выставка коллектива пролетарской архитектуры также отвечала, реагировала на изменения в государственной политике, жилищной политике в Веймарской республике. Following the Great Depression in 1929, the synthesis of social reform government policies and modernist architecture, which produced social housing estate projects like these I'm showing, which were designed by CIAM members, all those ground to a halt under pressures of austerity policies. Вслед за годом Большой депрессии, 1929 году, это состоялось в Веймарской республике, и синтезом социальной реформы и правительственной политики, и модернистской архитектуры. Результатом всего этого появилось социальное жилье, проекты, которые были, в частности, предложены участниками Конгресса. Тем не менее, все это застопорилось из-за давления, политического давления правительства, со стороны правительства. Increasingly polarized positions on the left and right criticize the model of social reform rooted in cooperative movements. Все большая поляризация позиций левых и правых критиковала модель социальных реформ и препятствовала сотрудничеству. While the economic situation worsened in Weimar Germany between 1929 and 1930, Soviet planning organizations welcomed the transfer of technology, materials, and foreign specialist knowledge to instigate the first five-year plan and the rapid industrialization of the country. В то время как в Веймарской республике ситуация ухудшалась между 1929 и 30 годами, советские организации были рады получить новую технологию, материалы и получить знания зарубежных специалистов для того, чтобы провести в жизнь первую пятилетку и обеспечить быструю индустриализацию страны. Due to the lack of construction opportunities in Germany at that time, many architects and engineers relocated to the Soviet Union, where educational and planning institutions hired them. Из-за отсутствия и недостатка возможности строить в Германии в данное время, многие архитекторы и инженеры переехали в Советский Союз. Они были наняты образовательными организациями и также институтами проектов. By architectural historian Barbara Kreis's estimate, of the approximately 1,000 foreign architects registered with the Union of Soviet Architects in 1933, about half of them were Germans. По оценке историка архитектуры Барбары Крайс, приблизительно 1000 зарубежных архитекторов зарегистрировалось, получило членство в Союзе архитекторов, в Союзе советских архитекторов в 1933 году, и примерно половина из зарегистрировавшихся были немцы. And among them were several members of CIAM and their affiliates, so Ernst May, Mart Stamm, Werner Hildebrand, Margarete Schütte-Lizotzky, Hans Schmidt, and Hannes Meyer. Среди них были несколько участников Конгресса, в частности, это Эрнст Мей, Март Стам и другие участники, Ханс Шмидт. The journal on the cover of the left image presents German building in the USSR, an architect as he stretches across Europe in pursuit of the Soviet Union's limitless natural resources, social commitment, and a unitary planning organism promised by the multilingual journal Christiana Bonin on the right. Как вы видите, обложка журнала слева показывает немецкое строительство в СССР. Здесь архитектор тянется через всю Европу для того, чтобы
воспользоваться ресурсами, безграничными ресурсами Советского Союза в плане природных ресурсов, социального движения, единого планирования, которое обещал им журнал СССР на стройке, обложка которого показана справа. Этот журнал издавался на нескольких языках. And indeed, this was the message that Ernst May communicated before CIAM members at this German building exhibition in 1931 about his work over the past year as the lead planner for CIAM Bank in Moscow. So he was in Moscow and went back to Berlin for this special congress. И именно это сообщение и донес до участников Конгресса в 1931 году на немецкой строительной выставке Эрнст Мэй, который специально приехал туда, он в это время работал в Москве, в Советском Союзе, и именно это он рассказал о своей работе, которую он провел на протяжении года в качестве ведущего архитектора Секомбанка в Москве. As architect Martin Wagner reported, after having witnessed for 5 days the autopsy of the cadaver of the European urban organism, agreeing on their inability to do something, Ernst May gave his report on Russian city planning. The young architects of Berlin instinctively feel that there is a new vitality springing forth from Russia, that their possibilities are maturing and will bear fruit, that there the creative joy of city planning, freed from all obstacles of property and of private profit, can fully expand. So just so euphoric. И реакция была эйфорической, когда архитектор Мартин Вагнер говорит: после того, как 5 дней мы наблюдали препарирование трупа европейской городской организации, и мы согласились с тем, что данная организация была абсолютно нефункциональна, встал Эрнст Мэй и представил свой отчет относительно градостроительства в России. Молодые архитекторы в Берлине инстинктивно почувствовали, ощутили, что это точка новой жизни, и этот центр расположен в России, и именно там есть все необходимые возможности, там они зреют, и там они принесут плоды. Именно там архитектор может ощутить радость творчества при планировании новых городов, ощутить свободу от препятствий, которые налагают на архитектурную работу собственность и частная выгода. Simultaneously, however, in the Soviet Union, the position of the Communist Party and Central Committee radicalized under the first plan. Одновременно, однако, в Советском Союзе позиция Коммунистической партии и Центрального комитета становилась все более радикальной. The plenum of 1929 stated that the offensive, and I quote, the offensive of socialism against the capitalist elements of the national economy should intensify. Party members and supporters should counter more moderate social democratic and reformist positions. И на пленуме 1929 года, позвольте процитировать, было сказано следующее, что социализм должен яростно бороться против капиталистических элементов национальной экономики, он должен усилить свою борьбу, и члены партии, и сопутствующие члены должны открыто вступить в бой с умеренными элементами и реформизмом. And these political positions kind of trickled into architectural circles in a few key manners. И эти политические лозунги оказали непосредственное влияние и на архитектуру. First, also in 1929, VOPRA, or the All-Russian Society of Proletarian Architects, was established, asserting the belief that, and here I quote this text toward proletarian architecture from 1930, that a proletarian architecture should be imagined against architectural formalism. Во-первых, в 1929 году появилась ВОПРА, это Всероссийское общество пролетарских архитекторов, которое в своем манифесте, тут я цитирую, объявило, что пролетарская архитектура должна создаваться, отрицая архитектурный формализм.
And I think you can all read this image, right? The question is, they're criticizing Corbusier's Weissenhof duplex project, and the question still remains, though, а какие должны быть в пролетарском государстве, right? What is proletarian architecture? What does that look like? И мне кажется, вы видите на слайде, да, что это критика дуплекса Корбюзье, и в данном случае написано, да, даешь пролетарскую архитектуру, то есть какой должна быть пролетарская архитектура? Can a distinctively proletarian architecture emerge in the Soviet Union? And if so, what is its relationship to modernist projects in the bourgeois West? Таким образом, вопрос состоял в следующем. Может ли действительно социалистическая архитектура родиться в Советском Союзе и в каком отношении она будет находиться к архитектуре буржуазного Запада? In turn, Soviet institutes such as Gosplan and the Communist Academy, the Komakademia, debated which elements of city planning in Western metropolises, structural, organizational, material, could be applied, rejected, or transformed into the socialist context. И, в свою очередь, советские институты, такие как Госплан и Коммунистическая академия, спорили, дебатировали о том, какие элементы градостроительства, практикуемые в западных метрополиях, извините, пожалуйста, в западных городах, структурные, организационные, материальные, можно применять, необходимо от них отказаться, либо их необходимо трансформировать для того, чтобы создавать действительно социалистический контекст. On the screen, I provide just a few salient examples of these. Mikhail Hitovich's proposal, which suggested unloading infrastructural, housing, and industrial elements from the centralized capitalist city out into distributed locations. Or below is Miliutin's plan, which began with an analysis of production flows, principles of zoning, and a degree of socialization in housing units, and integration of architectural and industrial workers to produce a linear settlement type. И здесь я хочу представить вам, в частности, несколько примеров. Вот Михаил Ахитович, который представил свое предложение относительно разгрузки инфраструктурной, жилищной и жилищного и промышленного элементов. Это используется при децентрализации капиталистического города. Эти элементы переводятся в определенные районы города. И внизу вы видите план Милютина, который основан на анализе производственных потоков, принципов зонирования, степени социализации жилья и интеграции сельскохозяйственных и промышленных рабочих для того, чтобы можно было создать так называемые линейные поселения. Undergirding these debates in the Soviet Union was the following question. Could the first worker state modernize through technology and planning strategies from specialists like Ernst May without bringing in a capitalist system of economic governance with it? Вопрос, который стоял за этими проектами в Советском Союзе, был таким. Может ли первое государство рабочих и крестьян модернизировать путем использования технологий, строительства, стратегии планирования то, что дают им западные специалисты, такие как Эрнст Май, без того, чтобы позаимствовать вместе с вышесказанным также капиталистическую систему экономического планирования. And here I'm showing a cartoon from Izvestia representing the rejection of foreign expertise and capital. И здесь я хочу представить вашему вниманию карикатуру из газеты «Известия», которая иллюстрирует вот эти настроения относительно отказа от западных знаний и капитала. So, to review, leading up to the 1931 Proletarian Building Exhibition and the CIAM Functional City Congress, left and right-wing politics in Weimar Germany radicalized, as did leftist positions in the Soviet Union. То есть, подводя итоги, хочу сказать еще раз, что к 1931 году, когда проводилась выставка пролетарского строительства и конгресс относительно функционального города, левые и правые крылья, как в Веймарской Германии, так и в Советском Союзе, они были достаточно радикализированы.
Many architects in Germany and Soviet Russia began to question whether or not modernist architecture, once tied to social reform, could actually produce an egalitarian way of life. И многие архитекторы и на Западе, и в Советском Союзе начали задаваться вопросом, может ли модернистская архитектура, которая когда-то была так тесно связана с социальными реформами, действительно произвести продукт, который обеспечит равное качество жизни для всех. German critic Albert Segrist's book of Building, das Buch vom Bauen, epitomizes this concern. И этот вопрос очень активно освещался, в частности, в книге немецкого критика Альберта Зигриста, извините, пожалуйста, «Книга о строительстве». He wrote, and I quote, that both modern architecture and the contemporary modern city are Janus-faced, the intensified expression of high capitalism, as well as the breeding ground and the prefiguration of socialism to come. Он писал, позвольте процитировать, что и современная архитектура, и современный город – это двуликие существа, и они отражают, с одной стороны, оголтелый капитализм, а также одновременно они являются и местом для того, чтобы произвести на свет и социализм, который грядет. So within this larger universalizing category of modernist architecture, there were actually two contradictory ideologies. То есть что хотелось здесь ему сказать, что в рамках данной категории модернистской архитектуры мы наблюдаем две противоречивых, находящиеся в конфликте идеологии. And this paradox resonated in the CIAM meeting and the proletarian exhibition. И этот парадокс очень ясно, четко отразился в конгрессе, который провел и Международный конгресс модернистской архитектуры, одновременно с пролетарской выставкой. Could modernism express political difference and sustain both of these tendencies? Итак, вопрос состоит в следующем. Мог ли модернизм отразить политические различия и в то же время выдержать течения, которые наблюдались в рамках данного движения? CIAM architects preparing for the Moscow Congress sought to conceive of their own escape hatch to this paradox, an escape hatch that became known as the functional city and the group's self-declared identity as technicians by 1934. Архитекторы, участники Конгресса, приготовили себе путь к отступлению, готовясь к Конгрессу в Москве, для того, чтобы избежать данного парадокса. Они заявили о том, что они провозглашают функциональный город в качестве группы, которая описывает себя как техников. Техников – это их самоназвание к 1934 году. But in the Congress's planning meeting in Berlin in 1931, CIAM did engage the proletarian exhibition's charge to recognize city planning as a political space-making process. Но в то же время, во время проведения запланированной встречи в Берлине в 1931 году, Конгресс использовал тот самый заряд пролетарской выставки для того, чтобы обозначить, что действительно градостроительство имеет политическую составляющую и является политическим процессом. Concerned with how Soviet colleagues would perceive the functional city concept, Mies opened the session with two questions. Is urban planning essentially a political issue? And two, can or should the Congress concern itself with it? Таким образом, Mies van der Rohe открыл данный конгресс следующим вопросом: является ли градостроительство политическим вопросом, политическим занятием, и должен ли и следует ли Конгрессу быть вовлеченным в этот процесс? The resulting discussion contains the two positions with which I began, so remembering to a long time ago, a view of architecture and city planning as tending towards consensus, and two, an understanding that architecture is always political, maintains a position, and presumes a subject. И это возвращает меня к тем двум позициям, которые я озвучила в самом начале. Помните, это было достаточно давно уже. Это понимание архитектуры и градостроительства как
поиск консенсуса. И вторая позиция – это понимание архитектуры как обязательно политического занятия, которое предполагает определенную позицию и предполагает определенный субъект. To begin, Alvar Aalto referenced the Congress leaflet, saying that we are a Congress of architects, not sociologists, politicians, or whatever. In other words, our work is typical architectural work. It is very hard to draw a line between political and technical issues. И в этой связи Альвар Aalto процитировал вот ту листовочку, которую раздавали участникам Конгресса, в которой говорилось, что мы являемся Конгрессом архитекторов, не социологов, не политиков, не представителей других профессий. Другими словами, наша работа – это типично архитектурная работа, и очень трудно провести линию между политическими и техническими моментами. Alfred Korn then targeted Mises' question itself, arguing that the Congress could not choose to be political or apolitical. He then showed Miliutin's socialist city model and argued that the city itself is a social phenomenon and you can say nothing about it unless you investigate its social structure. В свою очередь, Альфред Корн затем попытался дать непосредственный ответ на вопрос Миса, говоря, что Конгресс не может решать, быть ему политическим или аполитическим. Корн показал модель социалистического города, представленную Милютиным, и он говорил о том, что город является социальным феноменом, и нельзя ничего о нем сказать, если не говорить о том, что город является социальной структурой. Other colleagues argued that the Moscow Congress should study socialist and capitalist cities separately, but were unclear on how different ideologies would appear in plan or form. Другие участники Конгресса, их коллеги, пытались сказать, что на Московском Конгрессе необходимо отдельно изучать социалистические и отдельно капиталистические города, однако они не смогли предложить критерии относительно того, как различные идеологии будут воплощены в реальной форме, в плане. Ernst May asserted that the capitalist and socialist city were two completely different things. If you want to hold a Congress in a socialist country, you'll simply have to accept that division, he said. Эрнст Май, например, утверждал, что капиталистические и социалистические города – это абсолютно две разные вещи, и если вы хотите проводить конгресс в социалистической стране, вам просто придется принять эту разницу как факт. Erich Mendelsohn proposed that one could use the first general session to discuss communism and capitalism in relation to our work. However, he said, we are an international Congress, and so it would be impossible to stage the Congress as a political manifestation. Эрик Мендельсон, в свою очередь, предложил, что можно использовать вот эту первую сессию Конгресса для того, чтобы обсудить коммунизм и капитализм в отношении нашей работы как архитекторов. Однако, заявил он, поскольку мы являемся международным конгрессом, невозможно конгресс проводить как политическую манифестацию. Others approached the theme more moderately. Sysmund Sirkus, where is he? Here? Argued that CIAM should adopt a socialist functional city, or he envisioned a kind of hybrid non-Soviet modernism, which made communal ways of life mandatory topics for each country group. Другие участники были достаточно умеренными, в частности, Шимон Срыкус говорил, что Конгрессу необходимо принять модель социалистического города или же представить себе какой-то несоветский модернизм, который навязывал определенные сценарии для определенной социальной группы определенной страны. Pierre Bucking, for whom I could find no photograph on the internet, said, considering the question of the urban form in isolation is fruitless. The forms of cities depend on the relations of production and power. Пьер Бакинг, и я не смогла найти его фотографию в интернете, утверждал, что рассматривать вопросы градостроительства, формы городов в изоляции абсолютно бессмысленно, потому что форма городов зависит от отношений между производством и властью.
When Chairman Eistra proposed a vote on Mises' question, the Congress devolved into a cacophony of shouts, with some saying, "We can't vote on that," and Mises asserted, "We must take a stance on the issue, otherwise everything will be left up in the air." И когда председатель Конгресса Эстерен предложил проголосовать относительно вопросов, заданных МИСом, участники Конгресса подняли невероятный шум, и некоторые говорили, что мы не можем вообще голосовать по этому вопросу, в то время как МИС настаивал, что мы должны занять определенную позицию, без этого все, что мы говорили, является абсолютно бессмысленным. The meeting did conclude with a compromise, a statistics-based approach to analyzing and comparing regions with the option of studying historical change specific to a region. Заседание все же завершилось компромиссом. Было принято решение использовать подход, который основан на статистике, при анализе и сравнении различных регионов с возможностью изучения исторически сложившихся конкретных особенностей данного региона. But the option to contextualize was insufficient for leftist CIAM members and their colleagues at Soviet planning organizations. Но данной уступки, данного консенсуса было явно недостаточно для левых членов Конгресса и для их коллег из советских плановых организаций, для того, чтобы обеспечить необходимую контекстуализацию. They felt that the functional city and the field of modern architecture in general in Europe had become too passive in the face of an organizing geopolitics that had sunk beneath its own field of vision. Они посчитали, что функциональный город и вообще поле модернистской современной архитектуры в Европе отличаются особой пассивностью перед лицом геополитики и геополитических моментов, и они уже утратили остроту своего видения. And we find this sentiment in a letter sent by Hannes Meyer to Nikolai Milutin, in which Meyer reported on the CIAM Berlin meeting and actually warned Milutin about the upcoming CIAM Moscow Congress, like warning, CIAM is coming. И эти настроения отразились, в частности, в письме, которое написал архитектор левого толка Ганс Майер Милютину, в котором в этом письме Майер писал о том заседании, которое состоялось в Берлине, и предупреждал Милютина относительно Конгресса, который предполагается проводить в Москве. То есть это письмо было таким, вот знаете, предупреждением. He lamented the watered-down version of socialism in Berlin and against the functional city, which he said, quote, "one could imagine as nearly anything." И он предупреждал Милютина, он горевал по поводу того разбавленного как бы социализма, который наблюдал в Берлине, и он предупреждал Милютина относительно функционального города, который, и тут необходимо процитировать, можно представлять как что угодно. By 1933, when the Moscow Congress was canceled, Siegfried Gideon and Corbusier exchanged a letter in which they articulated the technocratic position for which CIAM is now notorious. В 1933 году, когда Конгресс в Москве был отменен, Зигфрид Гидеон и Корбюзье обменялись письмами, в которых была высказана та самая технократическая позиция, за которую Международный конгресс архитектуры и модернизма сейчас так критикует, за которую он стал настолько известным, приобрел дурную славу. And I won't go through and read all the letter, which I think you can probably read here, but he raises the issue, are we going to be technicians or politicians? And the only way for them to basically have international influence, that is to follow capital and be more accessible, was to remove their politics at that moment. И Гидеон здесь говорит о том, что они должны решить, быть им техниками или политиками. И он говорит о том, что для того, чтобы следовать за капиталом, им необходимо отказаться от политической составляющей.
And I find particularly interesting is the last sentence. Under politician, the question is, if they do become politicians, what will each architectural specialist essentially need in order to take political action? So it's a question of education, right? If we want our architects to be political, what do they need to study in order to become that? И здесь я хочу обратить внимание на следующий вопрос. Если все-таки они решат быть политиками, то какое именно образование необходимо архитекторам для того, чтобы они могли воплощать политическую составляющую их работы? So for CIAM to practice internationally, it seemed impossible to express their politics. И таким образом, для того, чтобы Конгрессу обеспечить международную практику, Гидеон считал, что оставаться в рамках политики им не следует. Instead, they made a political decision to be neutral technicians and hence become international. Таким образом, Гидеон считал, что им необходимо принять политическое решение о том, что они должны быть техниками, и это обеспечит им международную практику. As such, the Functional City Congress ended up quite literally floating between national bureaucracies and geopolitical boundaries on a ship in the middle of the Mediterranean Sea in 1933. Таким образом, на этой ноте и закончился Конгресс относительно функционального города, закончился в буквальном смысле слова посреди моря и океана, не пристав ни к одному берегу. The socialist alternative was the path not taken. And in fact, a group of leftist architects led by Hannes Meyer actually split from CIAM and held their own Congress in Prague in 1932. Альтернатива социализма не была принята в качестве директивной, и группа левых архитекторов, которую возглавил Ханс Майер, откололась от Конгресса в конце концов и провела свой собственный конгресс в Праге в 1932 году. By way of conclusion, I offer a few thoughts and provocations. Я хочу завершить свое выступление, предложив вам некоторые соображения и спровоцировав, может быть, вас. The first regards the difficulty of establishing a difference between socialist and capitalist cities at that moment. Первое касается того, насколько трудно провести границу, обнаружить разницу между социалистическим и капиталистическим городом в данный момент. It is conventional to think of difference as an opposition. Потому что очень удобно принято думать о разнице как о борьбе противоположностей. But as I've tried to show in my examples and debates here today, across different ideological positions, architects and planners, in fact, maintained formal and material resemblances. Но, как я сегодня попыталась показать вам, используя различные примеры, архитекторы и градостроители, они могут существовать, тем не менее, оставаясь достаточно, когда их позиции остаются достаточно сходными, позиционировать они себя могут как участники различных групп. And this is perhaps my more postmodern perspective on the history of modernism. Difference does not have to evolve from a contradiction. И это может быть мой такой постмодернистский взгляд на историю модернизма. Я хочу сказать, что различия не обязательно должны стать результатом какого-то противоречия. Difference is invested with the power to divide, but also carries with it elements from a prior proposition. Потому что различия имеют в себе потенциал привести к расколу, разделению, но в том числе, в ту же очередь, в то же время, они несут в себе и единое зерно единого начала. Secondly, architecture is a process that often requires consensus among its stakeholders on the professional scale, and of course it follows capital. И второе, что хочу сказать, конечно, архитектура – это процесс, который зачастую требует консенсуса всех заинтересованных лиц. И, конечно, архитектура должна следовать за капиталом. Yet, even if we take architecture as consensus seeking, when we consider its material realization, it becomes a tangible step into our social world. Но даже если рассматривать архитектуру как поиск консенсуса, когда мы начинаем рассматривать ее материальное воплощение, эта архитектура является собой явный шаг в наш социальный мир. Architecture always addresses a spatial condition, and any spatial condition implies an idea of the political.
Потому что архитектура всегда реагирует на пространственные условия, а любое пространственное условие всегда предполагает политику. My point is not to resolve this tension, but rather to leave it open for us, and as my own stakes in architectural history. How is architecture political, even when it perhaps claims to be solely technical? И что хочу здесь сказать, что я не могу сейчас разрешить это противоречие, скорее хочу оставить данный вопрос открытым для нас, и я хочу сказать, что задать еще один вопрос, как архитектура становится политической, как она может это сделать, даже если она заявляет о себе как о занятии чисто техническом. Can architectural history account for the vacillating fear or desire for architecture and its makers towards expressing one of those positions, the technical or the political? Как история архитектуры отвечает за желание или же за страх архитекторов, ее создателей, за страх и за желание выразить себя как с технической точки зрения, так и в политике? I believe that it's one of the tasks of the historian and the critic to give voice to critical alternatives, helping to sustain them and to be aware that any decision to be apolitical is also a strategy. Я считаю, что в данном случае это задача историка, критика, озвучить данные альтернативы и помочь держать данный вопрос открытым и также помнить, что любое решение быть вне политики на самом деле является стратегией. And this is a project that will remain unresolved as architects work around the world and architecture retools itself by pulling on its inner multiplicities and contradictions. И это проект, который останется незавершенным, пока архитекторы работают по всему миру, и пока архитектура изобретает себя заново, используя свои ресурсы и используя свои противоречия. Thank you for your very patient attention. Спасибо большое за внимание. Thank you for the lecture. Yes, for sure, because we are recording. Okay, so I'll ask a first question. How much, in your review of CIAM archives and conversation with other scholars, could you account for the amount of fear that CIAM members experienced at that time? How much did they know about the conditions in the Soviet Union? So this was before the worst of the worst started happening, before 1937, you know, the repressions were quite mild up until then. And although you said that the Soviets were becoming radicalized, you know, the worst is yet to come. And with that question, we know very little about how much capital came to Russia. And unfortunately, up until now, most of that knowledge remains hidden for obvious political reasons. But let's say if architects were to, I mean, we know that in the 30s there was an influx of American industry in various forms. But did capital go into, was there capital to follow by the members of CIAM? Do we have any evidence that actually there was any capital that was going into Russia at the time and they could follow? Or was there no really conducive conditions for following? Я переведу вопрос, с вашего позволения. Две составляющие. Первое, когда вы исследовали архивы и интервью участников этих событий, насколько вы уловили их страх, потому что вы упоминали о радикализации политики Советского Союза, но тем не менее события происходили еще до 1936 года, до
репрессий. Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса. Мы немного знаем относительно движения капитала в это время. Был ли приток капитала в Россию, мы не знаем, потому что это, безусловно, по политическим причинам засекреченная информация. Но, тем не менее, насколько капитал, например, американский, инвестировался в страну, и насколько архитекторы шли за ним, и капитал за архитекторами. So to answer the first question, the 1930-31 moment was right on the cusp of, basically before the downhill started. So my sense in that meeting is that the architects who were in the Soviet Union, the German architects, and came back to Berlin were still very optimistic. And the frustration with bureaucratic measures, with sort of getting sucked into the giant organism, repressions, that was not there yet. They were still, as you can tell from Martin Wagner's quote, sort of naively optimistic, but there was immense, immense optimism in that moment, that would be the future of modern architecture, would be in the Soviet Union. But their sort of tiptoe around politics was very strategic because there was so much radicalizing happening in Germany. Fascism was happening. I mean, 1933, when they decide to be neutral, right, that's as Hitler is coming to power. So they were being pulled in all different directions, certainly fearful. So it's a very strategic dance that was going on. That's the sense that I get. But in 1930-31, they were still not quite aware of the failures to come, right, in the Soviet Union. They were still optimistic. The second part of the question about capital, there was a lot of investment between Germany and Russia through the late 1920s. So there was an organization called Rusker Torg that existed until like 1929, 1930, that was all about encouraging trade between Germany and Russia. The Russians were buying machines from Germany, also from the United States. So there was a lot of purchasing, exchanging of capital going back and forth. And certainly in terms of expertise, right, so like knowledge capital, that was also something that was very attractive to Soviet planning organizations, right? They wanted these guys, Ernst May, they wanted Hannes Meyer, who were such good self-promoters, right, in architectural literature, to come and help build some of those programs. Необходимо заметить, что я говорила в 1930-31 годы, отмечается волна безумного оптимизма со стороны, в частности, германских коллег. Безусловно, их опыт столкновения с бюрократической машиной будет в дальнейшем принесет свои плоды, но вот в эти годы, в 1930-31, я цитировала Мартина Вагнера, в частности, они были просто в эйфории оптимизма. И несмотря на это, в 1933 году ситуация меняется, в частности, 1933 год – это год, когда Гитлер пришел к власти, когда ситуация радикализируется, и архитекторы это понимают, и они стараются очень аккуратно обращаться с вопросами политики, и это их стратегия. Но изначально это был безусловный оптимизм, и они еще не видели тех недостатков, которые возникнут позже. Когда они приезжали в Германию, они об этом сообщали. Что же касается второй части вопроса относительно движения капитала, то, безусловно, наблюдался значительный прилив капитала в Советскую Россию в конце 1920-х годов через внешторговские организации, которые существовали вот в 29-30 году в частности. И торговля с Германией в частности тоже чрезвычайно поощрялась в эти периоды. Россия покупала станки различные, машины, тракторы, может быть, в Германии. И еще здесь есть один момент. Помимо финансового капитала, Россия была чрезвычайно заинтересована в капитале интеллектуальном. И те архитекторы о таланте презентации, самопрезентации, которых я упоминала, в частности, Май,
они привлекали внимание, и Россия была очень рада и готова получить те знания, которые могла предложить ей элита архитектуры Германии. Maybe like comments or version. I think if we divide it to groups inside of CIAM, and also if we were talking about two completely different environment and common things what they have, it was like a more some evolution of old worldwide society to new social ideas. This was implemented and somehow driven by new industrial idea and new absolutely change in global society, like more effective economical model. And also in our case, I could say that it's never be the same. I'm very often visited to other side of Ukraine, to Lviv, where was a Polish, very famous Polish modernistic movement. And I could say, I think it's absolutely two different. And this is in West Side, it was sometimes very radical evolution, but in Russian case, it was revolution. It means it was a completely something which broken any relationship with the previous epoch, with the previous lifestyle. And maybe it's a little bit could be like version to explain what was a different between these two wings inside of CIAM, and maybe Russia was like I don't know, motherland of this radical type of thinking. And I have a question, if you know about some history of how was maintained and habit during this epoch of socialization of for example, or this realized projects with a very big social concept impact, like in Germany, in Austria, maybe in Czech Republic, and how was their next then they met next epoch, next how happened it with this some this environment, like organism, like a social organism. Я прошу прощения, тоже переведу вопрос. Первый был комментарий. Сначала был комментарий относительно лекции о двух направлениях в работе Конгресса. И если кратко, то можно выделить две модели, которые, в частности, в России у нас наблюдалась революция, а на Западе, во Львове, в частности, наблюдалась эволюция. Это была польская версия модернизма. Это была, да, действительно радикальная, но все же эволюция. И, возможно, вот эти вот тенденции могут объяснить также и проиллюстрировать разделение участников Конгресса на две вот те группы, которые были выделены во время лекции. И кратко тоже вопрос относительно истории. Что случилось, если вы изучали это, что случилось с теми проектами, которые были построены, в частности, в Германии, воплощены в Германии, как далее эволюционировала данная среда, как эти проекты живут в качестве организма? Thanks for your comments. Yeah, I think
certainly there were different versions of revolution and softer revolutions, harder revolutions, and I think within CIAM there was sort of a question, to what extent one needed to be really rigidly leftist, right, and reject. Right, really revolt against the past. And there were others who were a little bit more reformist. So I don't know specifically about the Kyiv example, but it makes sense to me that there would have been different tendencies. And I think the polls became stronger the further you went into the 1930s, and is my understanding. So Hannes Meyer became like more radical. As time went on, basically. And then you were asking about the settlements, specifically how they transformed in Germany rather than like their kind of reapplication elsewhere. I mean, it's a good question. They were lived in, and I mean, I haven't read sort of personal accounts of residents to see how they felt themselves resocialized, but certainly, I think of the Frankfurt Kitchen, which was so well known in, Ernst May's settlements, that sort of re-envisioned a new kind of, task for the woman, right, in the kitchen. So there were various tendencies that didn't just come from architecture, but from other parts of society that I think did contribute to a kind of re-socialization and modernization. But I can also think of examples for like in Dessau, where the Bauhaus was constructed. Gropius designed some settlements in the south of the city, and every building looked alike essentially, and at some point people started to individualize them, right? So this projection of sameness, was met with a desire to, right, make them your own. So I think in some sense they were effective, but yeah. We actually, a lot of us here met at the first Docomomo conference here in Kharkiv in 2012. So, that question kind of 2011. So that question is actually appropriate for this space because the slides that you showed with the projects for Berlin, if you go back, the majority of the sites is now declared UNESCO World Heritage and is very, very well cared for, and and then you can add to that, of course, architecture of Red Vienna. But actually, the Berlin examples, the Siemensstadt and the Bruno Taut quarters, I don't know. I think all of them are now UNESCO sites, while the products of that period here is still that heritage is still in question, and a lot of it has disappeared, or what we call the heritage in threat or under threat. So there's a very interesting kind of we at some point assumed that was the answer to the question of what is the socialist city, the worker settlement, and we accepted it as a mode, and then later on it was kind of severely rejected. Well, Germany rejected the idea of socialism, but that heritage is kind of loved, I would say. I've done a bit of research on the history of preservation of modernism, specifically in Germany, and the first preservation initiatives to emerge happened actually almost simultaneously in the GDR and in Western Germany. Actually, first was the Bauhaus building in Dessau, 1976, and just a year later, the Weissenhof-Siedlung in West Germany was sort of the answer to East Germany claiming modernism as its heritage. And it's right at the moment that postmodern theory is starting to really emerge, and well, already had emerged and was becoming more a part of the discourse. So it's sort of, once we've moved past modernism, right, once that starts to become a part of history, then you can preserve it. At least that's how it happened in Germany. Прошу прощения, переводить ответ? Наверное, да. Итак, окей, не переводить.
Я хочу заметить, что здесь прозвучало несколько ответов на этот вопрос, и была дискуссия. Да? Конкретно данными зданиями Christiana не занималась, но действительно наблюдается значительная трансформация тех зданий, которые были построены, в частности, в Германии. Например, вот на примере Дасау Гропиус построил южные районы, которые абсолютно были идентичными, застроены зданиями. В данный момент наблюдается резкая индивидуализация этих зданий. А в то же самое время, допустим, Эрнст Май, он вот как придумал свой кухонный модуль, так этот кухонный модуль, в принципе, и используется, и он в этих зданиях остается, и используется, и развивается дальше в этих проектах. Что же касается, было замечание из зала относительно того, что история существования модернистских зданий чрезвычайно для нас важна, потому что если в Германии данные здания все перечислены в списке всемирного наследия ЮНЕСКО, то в нашей стране эти здания воспринимаются как пережиток социализма и не воспринимаются в качестве качественной архитектуры или, опять-таки, всемирного объекта всемирного наследия. Если там эти здания охраняются, то у нас эти здания и к этим зданиям отношение совершенно иное. И тут госпожа Бонин заметила, что действительно это можно отметить и в тех же самых проектах Дасау, например, и в тех действиях, которые предприняла Западная и Восточная Германия при образовании единого германского государства. Но здесь можно посоветовать или можно отнестись к данному процессу в рамках постмодернистского подхода, который говорит о том, что когда мы преодолеем политическую составляющую, мы сможем посмотреть на все это просто как на архитектуру, как на объекты. Скажите, пожалуйста, поблагодарить Кристину за ее содержательный доклад. И такой вопрос. Известно ли вам о том, что ваше отношение к тому, что в советское время объекты, построенные иностранными специалистами, они были замалчивались. О них никто не говорил. То есть шел лозунг «Днепрогэс построили мы». Там, Харьковский тракторный завод построили мы. Да? А вот, копнувши глубже, мы знаем, что американская фирма Купер, она сделала проект Днепрогэса. Вот хотелось бы услышать ваше мнение. Или сталкивались ли вы в своих исследованиях? Yeah, great. I mean, important question. I think that is the writing of history, the writing out of certain participants in history. And I also have tried to do archival research on the involvement of foreign architects, specifically Ernst May, Hannes Meyer, in projects within Soviet Russia. And it's almost impossible to identify their specific role, although we know from some of their personal archives that they did participate in the project. But the materials are not there to specifically say, what their role was. And I'm sure that's the case in many other projects that you mentioned. So for me, I think it's about seeing how history was written, of architecture was written in one way, and understanding that there are other ways of discussing the history of a building that included the involvement of foreign architects. But yeah, difficult to say precisely. Трудно сказать наверняка, потому что действительно тут вопрос о том, как писалась история. И я проводила архивные исследования, в частности, меня интересовала роль, конкретная роль, которую сыграли
Ханнес Майер и Эрнст Май в архитектуре Советского Союза, но несмотря на то, что их личные архивы указывают на то, что они действительно работали в определенных проектах, архивных данных другой стороны найти не удалось, и поэтому определить их конкретную роль не удалось. Это действительно трудный очень вопрос, и он связан с тем, как пишется история. Thank you very much for your lectures, especially for this postmodern answer to the question about architectural modernism. And I have small interpretation and one question. I think that this is a very important question about who is architects in the society, and your question about the architects and politics, architects and ideologists. I think that we can use the two types of power according to Foucault: discursive power and stress power, and that is why we can divide the two means about the architects. When we on the other hand we understand that architects is a kind of power, discursive power, and on the other hand we have the relationship between architectures and some current political or ideological regimes in current society, in current country, and so on. And my question is about the beginning of your lecture, and I'd like to return you to this citation from the message from Trump, and how do you see the importance of this whole term, the topic of modernism, and importance for now, for our times, and this discussion about political and technical reasons and topics inside of CIAM for now, for our times, for our situation, and especially for situation with architects in Ukraine. Thank you. Итак, спасибо большое за лекцию, и хотелось бы поблагодарить вас за тот вопрос, который вы осветили, о том, о политике и о аполитичности, о идеологической составляющей, о политической составляющей архитектурной профессии, о том, что архитектурная профессия, она дискурсивна, с другой стороны, она политична, о двуликости вот этой профессии. И хочу задать следующий вопрос. В свете той цитаты, которую вы использовали в начале своей лекции относительно архитекторов и компании Дональда Трампа, скажите, пожалуйста, насколько вот эта тема актуальна сейчас о политичности, о неаполитичности архитекторов, насколько вот эти течения и разногласия в рамках Международного конгресса архитектуры и модернизма, насколько они имеют актуальность для нас сейчас, для архитекторов, в частности для архитекторов Украины? I guess I would say the lesson we have from the CIAM Congress is precisely where Mies ended, and that was with "it's all up in the air," and that is the debate is still happening, and you can see it in this example with architects and the Trump administration. They are deciding individually where to draw their line, and some say. Right here, there's Florian Edenberg is another architect in the U.S. He's writing that great, we want to somehow collaborate with the new government, but we have to be careful, right, that we don't destroy a really important social infrastructure. So I think I would say only about the situation among Ukrainian architects is that
it has to be discussed. I think there has to be a discourse, and architects will decide, individually how much to collaborate, how much to become political, how much to try and come to a consensus. I think it's always being reworked and rethought. So there's no clear answer, but I think what's important is that it's being discussed and that there's a space for discourse. Вы знаете, мне кажется, что из модернизма, из опыта Конгресса мы извлекли одно, тот урок, который был озвучен МИСом в той цитате, которую я использовала в своей лекции, о том, что сейчас все мы находимся в подвешенном состоянии, и что ответа на данный вопрос нет, и что дискуссия продолжается. Как я уже говорила, используя цитату из данных из материалов Американского института архитекторов. Каждый сам для себя решает, каждый архитектор принимает индивидуальное решение относительно того, до какой степени ему сотрудничать с правительством. И здесь необходимо быть очень осторожным, чтобы, когда мы будем строить городскую среду, чтобы не потерять уже те социальные наработки, которые у нас есть. И продолжая данную мысль в контексте Украины, мне кажется, что здесь очень важно не получить один ответ на данный вопрос, это, наверное, будет невозможным, а здесь очень важно то, что у нас есть пространство для дискуссии, у нас есть возможность для дискуссии, и что эта дискуссия ведется архитекторами, и каждый архитектор должен будет принять личное решение относительно того, насколько, в какой степени и как именно сотрудничать с властью. Единого однозначного ответа быть не может. Важно, что продолжается дискуссия. Maybe, yeah. If just one more question, please. If you can wait a bit as well. So, I'm just interested in the thing that architecture remains kind of political even when it's done, and a lot of years already passed, and it's always interesting to compare what you've just told us about CIAM, what aspirations they have at that times, and now we know the relation of today's society to this kind of architecture, but I'm especially more familiar with what's going on here, and you know that there is a huge process in Ukraine called decommunization, and there is a lot of significant changes happened, and it's really interesting. How do you think how will be changed the discourse about the modernist past with new Trump era? Is there any kind of specific situation at this point? Хочу сказать, что всегда очень интересно сравнивать ту ситуацию, которая была в 30-е годы с Конгрессом, Международным конгрессом, и то, что происходит сейчас. Я знаю ситуацию, которая у нас сейчас сложилась, и в Украине сейчас наблюдается процесс, который называется декоммунизация, и определенные изменения, безусловно, очевидно происходят. И в данном контексте хочу спросить относительно того, как вы видите, что происходит с пониманием архитектуры модернизма в контексте администрации Трампа, в контексте прихода Трампа к власти? I'm not sure specifically about a modernist past in relation to the Trump era, but certainly architects at educational institutions and elsewhere in the United States have reacted specifically to his wall proposal of building between Mexico and the US.
after he proposed that, and over the past year, architects have posted things like, "We won't build your wall." And I just recently read about, an architectural collective that actually bought a piece. I love this. They bought a piece of land on the border between the United States and Mexico, such that the U.S. government cannot actually build the wall right there without extremely complicated legal processes. So they've literally punched a hole in the wall before it could be built, which is kind of great. So these sorts of things are happening, and we'll see what happens sort of in the future. But yeah. Не знаю, как происходит переоценка модернизма в контексте администрации Трампа, но в контексте нашей современной ситуации хочу заметить, что вы помните, наверное, обещание Трампа построить стену между Америкой и Мексикой. И в течение года с момента данного обещания продолжается реакция на это заявление. И в частности, одна из групп архитекторов просто купила участок на границе между США и Мексикой для того, чтобы предотвратить этот проект. И теперь для того, чтобы построить единую стену, Трампу, если он захочет реализовать все-таки этот проект, придется сначала пройти очень тяжелый процесс судебный для того, чтобы стена эта была единой. Таким образом, еще до начала строительства эта архитектурная группа как бы проделала дырку в той стене и предотвратила ее целостность ее строительства. Как-то так. Thank you for the lecture. Thank you all for being here today. Hope there will be less walls for knowledge. Спасибо большое Have a nice evening. за лекцию, спасибо за ваше участие и хорошего вам вечера.